Друзья мои, всем доброго здравия. У нас сегодня бодрый морозный денечек. Температура воздуха порядка -2. Идет легкий снег под тучки. Но поскольку вода открыта, вот видите, то я сейчас помчусь на эту открытую воду ловить удачу. Ну и рыбу, если получится. Ну что, ребят, поехали. В комментариях рыбаки, которые смотрят мои видео, посоветовали мне смазать кольца силиконом. Но поскольку силикона у меня не оказалось, есть размораживатель замков, попробую этим. Нужно предохраниться от обледенения колец. Ой, упал спиннинг. Сколько на улице мороз, я думаю, что кольца будут обледеневать. Таким вот образом проверим, что у нас из этого получится. Работает ли это? Работает ли хайгир для размораживатель для замков? Ну ладно. И так со всеми тремя спиннингами. Друзья, рыбалка у меня сегодня предстоит на дальнем кордоне. Поэтому начну я с троллинга. Пойду потихоньку к своим точкам на троллинге. Ну и возможно, что большую часть рыбалки буду идти на троллинге, рыбачить троллингом. Ну посмотрим, как и что получится. Потому что рыбалка вещь непредсказуемая. И что будет на самом деле, я не знаю. В общем, как пойдет. Распустил пока один спиннинг, думаю, хватит и одного, чтобы проверить, есть ли клев. Дальше будем действовать по обстановке. Такое вот морозное утро. Немножко где-то проглядывает солнышко, где-то идет снежок местами. Пробую рыбачить. Ребята, поклевочка не заставила себя долго ждать. У меня первая рыба. Заглушу мотор, иду на один спиннинг. Будем подтаскивать, смотреть, что там. А вроде щучка. Для начала, наверное, пойдет. Если это небольшая щучка, я ее отпущу. Сейчас будем смотреть. Начало интересное. Смотрим, что же будет у нас в продолжении. Даже фрикциончик немножко отрабатывает. Ну, я иду по волне, плюс мотор. Поэтому тут, собственно говоря, вот я тащу ее, да. Я ее уже вижу, она вышла на поверхность. Ну, интересно, здорово, рыбалка продолжается. Ставьте комментарий, подписывайтесь на канал. Вот такая вот небольшая щука. Зацепилась на все крючки. Вот видите, как началась моя сегодняшняя рыбалка по морозу. Вот такая вот красота. Ну что, родная, надо тебя как-то отцеплять и отпускать. Иди подрастай. Нырнула под лодку, от страха улетела. Ребят, ну вот буквально 5 минут, еще одна поклевка. Я опять кого-то тяну. Но только я вот после первой щуки запустил мой воблер в озеро. Снова поклевка. Возможно, это окунь, ну, потому что не бьется как щука по повадке. Сейчас посмотрим, кого я там в этот раз зацепил. Эти фрикциончик отрабатывает. Я поставил его слабенько, потому что иду на троллинг. А может, это опять очередной шнурок. Сейчас глянем. Подтягиваю уже к лодочке его. Что это? Что это? Слушайте, ну рыбалка так это довольно-таки, ну, очередная щучка. Та же самая, что ли? Ой-ой-ой. Ну вот она, вот она. Ой-ой. Да домой пойдешь, домой, поиграем давай. Чуть-чуть поиграем. Может, сама отцепишься? Нет, сама цепляться она не хочет ни в какую.
Хочется, конечно, рыбину более трофейную. Ну что ж, клюют пока шнурочки. Я бы сказал, эту рыбу вполне можно было бы взять на копчение. Я ее отпущу. Ребят, я сейчас, кстати, опасно снимаю, конечно. Трепыхнется, и крючки у меня в руке. Иди! Ушла. Ну что ж, друзья, троллинг дает свои результаты. Вот смотрите, полчаса, уже третья поклевка. Точнее сказать, четвертая. Одну рыбину я упустил. Прохожу опять вдоль луды по своей карте. Опять кого-то тяну. Сейчас, наверное, встану на якорь. Хочу покидать на джиг. Троллинг сегодня ролит, но хочу попробовать на джиг. В принципе, более интересно. Кого я там тяну? Наверное, это опять щука. Сегодня какой-то щучий день. Ну, кстати, более-менее достойный вроде как экземпляр. Что там. Знаете, как спиннинг тут у меня подзагнулся. Будем смотреть. А сделал слабину на фрикциончике с тем, чтобы немножко свободы было у этой рыбы. А если подтянуть фрикцион, ну слушайте, ну там вроде как и неплохой экземпляр, да, вот она, щучка уже получше, поинтересней. Вон, видите, как она там гуляет. Эту можно и в копилочку. Ох, какая красоточка. Попробую ее взять рукой. Сучок у меня там не пойми где. Вот такой вот хороший экземплярчик. Смотрите. Я, пожалуй, оставлю. Эту я, пожалуй, оставлю. Вот такая вот красоточка. Ну что ж, ребят, рыбалка по морозцу, я бы так сказал, что очень даже хороша. Снова воблер Рапала в работе. Очень хорошо себя показывает по осени вот этой расцветки, вот этот воблер. У меня сегодня такое вот корыто. Его, походу, можно было бы наполнить рыбой. Друзья, у меня тут распогодилось. Ой, что-то опять тут что-нибудь запутается. У меня тут распогодилось. Я нашел интересную точку. Попробую половить на джиг. Я здесь никогда не ловил, никогда не пробовал. Ну вот там у нас получается мелко, ну, луда. С этой стороны луда. И здесь такой какой-то карман. Вот сейчас здесь попробую, даст ли нам что тут рыбалка. Исследую для себя новые точки. Троллинг сегодня отличный. Но хочется попробовать на джиг. Ну что, погнали. Что ж, друзья, по джигу либо точка оказалась не очень удачной, либо на него сегодня не клюет. Не буду испытывать удачу, пойду дальше на троллинг. Вытащил якорь, завожу мотор. Поехали. Погода великолепная, легкий морозец, солнышко. В общем, красотища, господа. Погода мне сегодня благоприятствует, поэтому продолжаю свой троллинг с
сторону открытого озера, в сторону открытого Онега. Друзья, хочу провести эксперимент небольшой. Смотрите, я взял вот такую вот ловушку с собой. Сейчас холодная вода, уже достаточно каменистое дно. Сюда должен заходить, по идее, уже сик. Хочу попробовать поставить эту ловушку, посмотреть, что у нас получится. Забросаю ее хлебом. Честно говоря, никогда этого не делал. Посмотрим, нужен тут этот хлеб или не нужен. Ну, я его взял на всякий случай. Вот так вот. Выберу где-нибудь подходящее местечко и поставлю. Вот такие вот камушки красивые. Видите? Не пожалею хлебушка. Кидаю его туда. Булочки. Мусор в карман. Мусорить мы здесь не будем. И проверим. Подо мной камни, камни, камни. Сик любит это дело. Ну что ж, ребят, с Богом. Опа. Так, как-то поровнее. Поровнее надо поставить. Никак не получается ровненько поставить. Эти валуны огромные. Ну вот, как-то так, более-менее. Более или менее. Ну а результат, я надеюсь, мы с вами увидим в следующем видео. Какой будет результат, будет ли результат вообще. Что, ловись, рыбка большая и маленькая. Очень хочется сишка. Друзья, ловушка на удачу поставлена. Продолжаю нашу рыбалку. Снова вышел на троллинг. Потому что руки мочить что-то как-то больше не хочется. Они тут же обмерзают. В общем, иду, жду рыбу. Ребят, сегодня по прогнозу обещали штиль. Вот видите, какой у нас тут штиль. К обеду вообще появилась волна с барашками. Идти на троллинг становится крайне неудобно. Я иду против ветра. Меня даже порой подзахлестывает мой нос моего катера. А видите, как меня качает. Вот так вот. Трудно держать скорость. Поэтому, я думаю, полчаса я выберусь на какую-нибудь точку, где поменьше ветра. Попробую еще поджиговать. Потом пойду в сторону дома. Ребят, я на троллинге только что утопил свою любимую ловистую рапалку. Каждый год озеро забирает дань. Этот год не стал исключением. Причем происходит это все в конце сезона открытой воды. Немножко подуспокоилась. Встал на очередную точку. Попробую. У меня есть чуть-чуть времени. Пробую половить на джиг и пойду домой. Ребятки, ну вот моя точечка опять стрельнула. Я кого-то тяну на джиг. На троллинг я уже не хочу ловить. Рапала в воде. Ну ладно, озеро забрало свою дань. Потаскаем от ушков чуть-чуть. Такой вот окунь. В таз его, в таз. Ну что ж, половим еще. Дело к закату. Интересно. Какой я могу сделать вывод по сегодняшней рыбалке? Смотрите, ноябрь месяц. Мороз -2. Температура воздуха -2 градуса. Активный выход рыбы утром. Долбила щука. Но я не стал продолжать. Поехал искать рыбку дальше. К обеду все подпритухло.
Ну и вот вечером чуть-чуть, не знаю, посмотрим, как дальше будет. Поклевывает к вечеру. То есть ловить, в принципе, можно. Пока ждем льда, можно ловить. Вот, ребята, очередная поклевка. Тащу окуня. Откровенно говоря, у меня уже плохо крутится катушка, она тоже замерзла. Вот, то есть рыбалку можно продолжать бесконечно, но я думаю, что я сейчас пойду домой. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте с деревушкой на Онега. Нам еще с вами версу проверять. Очередной небольшой окунь на джиг. Приманка больше его самого. В общем, ребят, озеро не отпускает. Сейчас пора ехать домой, я так думаю. Друзья, вот результат сегодняшнего моего выхода на воду. По-моему, неплохо. Часть рыбы я отпустил. Сами видели. Летом прощаюсь. Всем удачных рыбалок. Подписываемся на канал. И пока-пока. С вами был Олег.